Всем привет! Татарская выпечка, она не только вкусная и сытная, но и простая в приготовлении. Наряду с чак-чаком эчпочмак – одна из визитных карточек татарской кухни. Эчпочмак – это пирожок треугольной формы, отсюда и название эчпочмак, то есть треугольник. Это пирожок с начинкой из мяса, картошки и лука. И в этом ролике я расскажу, как в нашей семье делают эчпочмак. Начинаю с теста. В 200 грамм мягкого сливочного масла добавляю 70 грамм сметаны и 200 миллилитров воды, обычной комнатной температуры. Добавляю немного сахара, где-то пол-столовой ложки без горки, столько же соли и все хорошо размешиваю. Эчпочмаки делают как на пресном тесте, так и на дрожжевом. Мне больше на пресном с добавлением масла и сметаны. Оно получается очень нежным. Конечно же, продукты для выпечки нужно брать хорошего качества. Добавляю муку и замешиваю тесто. Муки я взяла 450 грамм. Плюс на подпыл. Тесто должно получиться мягким. Старайтесь не забить тесто мукой, иначе треугольники у вас раскроются или потрескаются. В тесто не добавляется ни сода, ни разрыхлитель. Просто вода, масло и мука. Готовое тесто оставляю отдыхать и делаю начинку. Особенностью этих пирожков является то, что начинка кладется сырая. Для начинки я взяла 500 грамм мясного фарша, столько же картошки, то есть 500 грамм, и 200 грамм лука. Мясо в эчпочмаках режется на мелкие кусочки, но и допускается фарш. Мясо берите то, какое вы любите, или какое есть в наличии. В основном в эчпочмаке используется говядина, либо гусь, либо утка, можно курицу. Чем жирнее мясо, тем сочнее будут треугольнички. Картошку и лук нарезаю мелкими кубиками. В начинку добавляю соль, перец и хорошо вымешиваю. Количество соли не пишу, так как вкусы у всех разные. Я всегда солю щепотками. В зависимости от объема начинки щепотка может быть больше или меньше, но всегда 3. Обычно в начинку добавляют растопленное сливочное масло, но так как фарш у меня жирный, то я добавила немного воды, но совсем немного, чтобы начинка не была водянистой. Отдохнувшее тесто делю на кусочки. У меня вышло 14 штук. Формирую шарики, чтобы при раскатывании получился красивый круг. И каждый шарик раскатываю тонко, где-то 3-4 миллиметра. Выкладываю начинку, столовую ложку с горой. В каждый треугольничек кладу кусочек масла и формирую треугольники. По поводу дырочки посередине. Тут два варианта. Можно оставить, чтобы в готовый залить бульон или положить кусочек масла, либо не оставлять, если вы уверены, что начинка достаточно насыщенна. Так как у меня в начинке мясной фарш жирный, плюс я добавила немножко воды и масла, то оставлять дырочку не имеет смысла. Сформировала эчпочмаки и ничем не смазывая отправляю в разогретую духовку на 40-45 минут при 180 градусах. Готовность эчпочмаков определяется по картошке. Я в серединке открываю тесто, нахожу картошку, и если она мягкая, то достаю треугольники. Они готовы. И иду заваривать чай для себя, так как Вова любит их кушать с молоком. Также готовые треугольники можно смазать сливочным маслом, но это уже по желанию. Готовьте с любовью. Это самый главный секрет вкусной выпечки. И до новых встреч!